США рассматривают заявку Армении на присоединение к соглашению 123, что позволит Армении получить американские гражданские ядерные технологии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента в письменном комментарии армянским СМИ. Согласно федеральному закону США, для передачи ядерных технологий другим странам требуется подписать раздел 123 Закона об агентстве по атомной энергии США. На 2022 год США заключили такие соглашения с 48 странами и территориями. Присоединение Армении к соглашению 123 может открыть путь к строительству новой АЭС по американской технологии, которая заменит Мецаморскую АЭС, построенную в советское время. Госдепартамент не предоставляет подробностей переговорного процесса, однако подчеркивает, что заявление Армении о присоединении к соглашению 123 внимательно изучается. А также лидеры Конгресса, общественные активисты и партнеры по коалиции соберутся на холме Капитолии 19 сентября для участия в программе, посвященной привлечению Азербайджана к ответственности за геноцид в Арцахе в 2020-2023 годах, призывая к безопасному возвращению коренных армян под глобальным мандатом и международной защитой, сообщил Армянский национальный комитет Америки, АНКА. Мероприятие приурочено к первой годовщине жестокой военной атаки Азербайджана на Арцах 19-20 сентября 2023 года, которая после 10 месяцев блокады завершилась геноцидальной этнической чисткой и изгнанием более 120 тысяч этнических армян из их исторической родины. Никаких эмоций, только сухой расчет. Что дает нам членство в ОДКБ? Давайте разберемся. Итак, ОДКБ – Организация договора коллективной безопасности. Военно-политический блок, куда изначально входили 9 стран – Россия, Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Однако в 1999 году из этой организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. На сегодня формально туда входят уже 6 стран – Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Беларусь. Что дают Армении вышеупомянутые так называемые союзники и эта организация в целом? Давайте разбираться. Беларусь. Минск является ближайшим союзником наших главных врагов – Азербайджана и России. Однозначно поддерживает азербайджанскую сторону. Вместе с азербайджанцами готовил военную операцию против Арцаха. Лукашенко недавно об этом публично признался. Президент Беларуси ездит в оккупированный Арцах и хвалит Алиева в успешном освобождении Карабаха. И хвалился тем, что лично принимал в этом участие. Казахстан. Астана – близкий союзник Азербайджана по линии Союза тюркских государств. Совместно с Азербайджаном проводит военные учения, где предполагаемый противник – Армения. Киргизия. Это еще одна тюркская страна, член Союза тюркских государств, полностью поддерживает азербайджанцев против армян. Таджикистан. Извините за грубое выражение, но это никому не нужная исламская страна, кроме ваххабитов и талибов, которая, несмотря на то, что не является тюркской, а даже скорее ближе к персам, но полностью поддерживает политику азербайджанцев и вместе с ними проводит военные учения, фактически став частью Турана. Россия. Кремль фактически рука об руку с азербайджанцами слил Карабах, подвергнув его блокаде и этнической чистке. Заключил тесный союз с Азербайджаном, поставил Азербайджану в лице Алиева наступательного оружия на 20 миллиардов долларов. Да еще лично помогал разоружать армию обороны Арцаха с передачей ее вооружений азербайджанской стороне в обмен на транспортные коридоры в Иран и возможность продавать энергоресурсы через Азербайджан и Турцию. Не говоря уже о прямой помощи Путина Алиеву в войне против армян посредством отключения работы ПВО, мотивируя тем, что, мол, Арцах не Армения, фактически обеспечив Азербайджану стопроцентное превосходство в небе над армянами во время войны. Кто не знает, противовоздушная оборона Армении со времен Сержа Саркисяна находилась в прямом подчинении Южному военному округу Российской Федерации. Российские спецслужбы во время Карабахской войны передавали разведданные Баку,
вспомните историю скандала с Нарышкиным, а также оказывали информационную поддержку в российских СМИ. А теперь еще и давят на Армению, чтобы армяне сдали коридор в Сюнике. Вспомните последнее циничное заявление Лаврова, что Пашинян отказывается открывать Сюникский коридор. Итого, что мы имеем? Мы имеем 5 вражеских государств по отношению к Армении, из которых 2 входят в Тюркский союз во главе с Турцией. Одно – это исламское среднеазиатское государство, полностью поддерживающее Туран. Еще одно – картофельная диктатура – Беларусь, которая на 100% поддерживает Азербайджан против Армении. И, конечно, Россия, куда уж без нее, которая использует армян как разменную монету для своих целей в торговле с турками и азербайджанцами. Внимание! Вопрос. Зачем нам состоять в такой организации? Здесь мне могли бы задать встречный вопрос. Но ведь Армения, окруженная турками и азербайджанцами, и без союзников жить не сможет. Ее сожрут и так далее и тому подобное. С кем тогда союзничать? Отвечу. Во-первых, одни из тех, кто будут активно участвовать и радоваться уничтожению Армении, будут как раз союзники по ОДКБ. Во-вторых, действительно географически турки и азербайджанцы нас, армян, зажали в тиски. Значит, нам нужно найти следующее решение. Первое. Найти такой союз, который хотя бы законсервировал бы Армению в том виде, в котором она есть, чтобы ни одна собака не могла на нее напасть. Например, официальные союзы с Францией, США и ЕС. Но тут все равно есть поле для обсуждения. Второе. Использовать эту консервацию для создания великой нации, которая, встав с колен после стольких ножевых ударов, после того, как окрепнет, возьмет реванш в бою. Каким образом Армения может встать с колен, я много раз говорил. Есть много разных вариантов. Можно применить это все. Один из таких вариантов – создание государства с населением не менее 30-40 миллионов человек, с самой сильной экономикой в регионе, полностью милитаризованного и идеологически монолитного. К тому же оно должно активно вести информационную работу среди населения Турции, России и Азербайджана. Позиции армян в регионе снова должны стать настолько крепкими, чтобы освобождение наших земель и возрождение Армении в ее исконных границах стало лишь вопросом времени. Думаю, на это уйдет около 50 лет. Россия уже давно пытается усидеть на 2 стульях, так что не удивляйтесь, если союзником Армении станут США. Эти вопросы нужно решать уже сейчас. В заключение повторю то, о чем уже говорил в другом эфире. По информации армянских спецслужб, Пашинян намеренно не выходит из ОДКБ, чтобы предотвратить вступление Азербайджана в эту организацию. Он поддерживает членство Армении в ОДКБ в замороженном формате, избегая участия в совместных мероприятиях с другими странами-участницами. Это своего рода ни рыба, ни мясо. Делается это якобы для того, чтобы ограничить возможности вооружения Азербайджана. Хотя, если честно, не думаю, что это станет серьезным препятствием для России и других стран ОДКБ в деле поставок оружия Азербайджану. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.